Suomesta on vuonna 2022 hakenut tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa yli 47 000 ukrainalaista. Yli 10 miljoonaa ukrainalaista ovat jättäneet omat kotinsa. Suurella osalla ei enää ollut mitään jätettävää. Joillakin heistä on ulkomailla tuttuja tai sukulaisia, mutta suurin osa lähti tietämättömyyteen ilman suuria säästöjä tai suunnitelmia. Yksi heistä on meidän tämän jakson vieras Diana Mariupolista. Yksi kovimmista propagandaväitteistä on paikallisten tarinat. Tänään me jutellaan mariupolilaisen kanssa. Tämän jakson puhekielenä on venäjä. Привет, Диана, и большое спасибо, что ты сегодня согласилась на этот тяжелый разговор, но очень интересный для нас. Ты одна из прибывших из Украины сюда после 24 февраля, в Финляндию, после начала войны. Откуда ты к нам приехала? Я приехала с Мариуполя. Как долго ты проживала после 24 числа в Мариуполе, и когда вы решили выехать? До 11 мая мы находились в Мариуполе. Мы решили выехать, потому что я выезжала с парнем, а ему должно было вот-вот исполниться 18. Угу. Если бы мы не выехали, мы бы там и остались. То есть, получается, с февраля, с конца февраля до мая все это время вы находились там? Можешь немного описать 24 февраля? Мариуполь — это один из тех городов, в которых все началось 24 февраля. От чего ты проснулась 24 числа? Я скажу так, я проснулась еще неделю перед 24-м, и мы услышали какие-то взрывы. Нам говорили, это учения проходят. Потом 24-го в 5 утра я тоже проснулась от очень-очень громких звуков, которые не прекращались, и я уже поняла, что это как бы по-любому не учение. Мы включили телевизор, мы слышали, что говорит президент. Сначала была такая немножко паника, но она быстро рассеялась, потому что с 2014-го мы знаем, что это такое, военные действия, и как это все сложно. Я посмотрела в окно, там начали бегать люди очень суматошно по магазинам, скуплять все, что можно. Понятно, что не все с этим сталкивались, и у людей огромная паника там прям. Очень это было заметно. Мы тоже сходили в магазин, сделали большие закупки, большие очереди и в магазине, и поза межами. За границей. Да, за границами, да, за пределами магазина. Все люди говорят о том, что не понимают, что делать, очень страшно. В этот момент уже начались прилеты прям в город, такие единочные, да. Но ощутимые вы это да. вы уже да. Следили за этим всем, наблюдали. Но вы полностью понимали, что происходит, и... Конечно. Но на тот момент, в первый день, не было мысли, чтобы покидать город. Вы готовились к чему-то страшному, но вы планировали находиться там? Я скажу так, я такой человек очень эмоциональный, и я сначала очень сильно испугалась, потому что, с детства нехорошие воспоминания. И у меня даже случилась истерика из-за того, что вроде бы говорят, что есть возможность выехать, но я и хочу, и не могу решиться. Страшно, конечно. Да. Поэтому, да, мы решили оставаться. И готовились, у нас там закрутки были, все вот это, скупились очень тоже много на длительное время. Практически все деньги, что были, все положили там на продукты, на гигиенические какие-то средства. То есть ты говоришь, вы за неделю до случившегося вы уже слышали взрывы? Не знаю, можно ли так сказать, но вы может быть, были морально готовы. Мариуполь тоже русскоговорящий город. Мариуполь очень близко к этому всему. То есть вы примерно ожидали, можно ли так сказать? У нас в Украине начали говорить о том, что возможно наступление еще с 16 февраля.
И тогда, 16 февраля, я думала, что, возможно, мы поедем на Западную Украину. Мгм. Но как бы ничего не случилось 16 февраля. Мы более-менее успокоились. Но когда я проснулась рано утром, от того, что я услышала взрыв, я сначала подумала, что у нас заводы. Они работают, может, там что-то упало, бахнуло. Потом еще пару раз это продолжилось. Ну, понятно, что если упало, это упадет один раз. Мгм. А здесь, ну, прям продолжается. И нам, ну да, реально, нам сказали, что это просто обучение идут на границе. Мгм. Поэтому так слышно. Были ли какие-то до февраля месяца ущемления? Мариуполь — русскоговорящий город. Мы видим, что происходит на Донбассе. Причем мы за этим следим уже очень много лет. Ты была ребенком, когда это все началось. Замечала ли ты сама по себе? Ждала ли ты, например, в Мариуполь того, что происходит на Донбассе? Могла ли ты, как Ты бы это про правильно русский мир? сказать? Да, про русский мир, поскольку они спасают города, русскоговорящие города. Мы обе с тобой из русскоговорящих городов. Было ли ущемление от украиноговорящих, русскоговорящих? Нет, в мою сторону никогда не было ущемления. В сторону моих знакомых тоже. Я не знаю, кто это придумал. Ну, понятное дело, пропаганда, все это. Но это же буду смотреть русский, как бы. Ссорьте нас, не ссорьте, у вас ничего не получится. Мы единая нация. И как бы ущемления не было. Человек говорит на том языке, на котором ему комфортно. Но было такое, что ты же живешь в этой стране, значит, ты должен понимать язык своей, свой родной. Естественно. Как бы, а другого ничего не было. У нас были заведения украинскому мовлению, как бы школы, люди, которые приезжали с Западной Украины, нормально общались с нами. Все ничего друг друга такого не было, понимали. да. Да. Ну, то есть, по твоим наблюдениям, ты сама, мы сейчас про твою историю разговариваем, ты ощущала себя украинкой, хоть ты жила в русскоговорящем городе, ты считала, что ты живешь в Украине? Конечно. Мариуполь — это очень важная частичка Украины. И что бы там кто ни говорил, что говорите по-русски, значит, хотели русского мира, извините, если бы мы этого хотели, разве бы мы на все праздники какие-то, даже не национальные, устраивали такие, вот, как сказать, патриотические какие-то движения? Ну, мне кажется, этого бы не было. И по тому, как я все это видела, да, я чувствовала себя украинкой, и никогда, господи, упаси, я не хотела бы чувствовать себя россияном. Да. То есть ты замечала, неправильно поставленный вопрос, то есть патриотические движения до начала войны были именно проукраинские? Конечно. Ты не замечала, например, не знаю, там, триколора? Нет, Где? у нас такого не было, нет. Да, полностью. Это очень интересно, потому что это одна из главных тем в пропаганде. Именно язык, и именно Мариуполь как пример поднимается очень часто во всех разговорах. А что ты делала, какая у тебя жизнь была до начала войны? Я училась в 11 классе, готовилась к ЗНО, ходила себе спокойно по городу, не переживая, ничего не нервничая, общалась с друзьями, с родными, близкими. В любое время могла поехать в другой город, отдохнуть. Ходила в спортзал, потому что мне это приносило удовольствие. Гуляла со своей собачкой по парку. И как бы жизнь, вот та жизнь, которую уже не вернуть, к сожалению, для меня это был вот такой вот островок счастья. Которые забрали, разрушили. К сожалению, да. Все, что осталось там, это осталось там и вот здесь. В прошлом. 24 число. В оккупации, в ужасе. Точнее, ты находишься до мая месяца. Что происходило в это время? Какая была твоя жизнь за эти несколько месяцев? Как ты на себе почувствовала ужас войны?
Ну, давай так. 24-го вот эта вся паника. 25-го или 26-го, я вот не могу вспомнить, по-моему, 26-го вечером у нас пропали средства коммуникации. Это связь, это свет, понятное дело, интернет. Тут как бы, из-за того, что мы привыкли жить, имея эти коммуникации, было немножко тяжело. Особенно понимая, что вообще неспокойная ситуация, и тебе просто оборвали средства связи, потому что создавались телеграм-каналы, вот эти новости, марафоны на телевизоре. Как бы ты хотя бы понимал, ты мог услышать, что происходит. С этого периода началось просто, как сказать, ты не имеешь никакой информации. Вы под куполом, вас закрыли. Да. Блокада. Ты вот только что слышишь, видишь, вот это вся твоя информация. Потом у нас через несколько дней пропал газ. Как бы это очень важно. И в этот день еще пошел снег. Стало очень холодно. Понятное дело, что чтобы приготовить что-то, нужно было найти деревья, да. Они очень пострадали. Мы тогда собрались несколькими семьями, потому что нам так было спокойнее. Мы вместе нашли вот все дрова, деревья, приготовили там покушать. И сидели все вместе дома. Все очень близко друг к другу, постоянно ты смотришь в окно, постоянно ко всему прислушиваешься. Когда ты ложишься спать, даже первые 2 недели я спала в коридоре, потому что меня просто охватила паника. Я маленькая, помню эти звуки. Я очень их помню, и даже в мирное время, когда что-то падало, я просто, как сказать, дергалась, потому что как-то это вот здесь вот и все, это опасно. Я правильно понимаю, вы выехали с стороны Донбасса? Да, мы выехали со стороны Донбасса. Поэтому хорошо. И вот это состояние, когда, ты ничего не знаешь, ты не знаешь, как твои близкие, которые в других городах. Ты последнее, что ты слышал, что по всей стране очень-очень опасно. Это давит очень морально. И очень сложно с этим справиться. Ты начинаешь придумывать себе в голове самые ужасные картинки, что могут произойти. В Мариуполь начали заходить со сторон вот этих вот сел маленьких, которые перед Мариуполем. Их полностью разбомбили. Свет пропал как раз-таки, потому что разбомбили одно из сел, потому что там была станция большая. Когда они, фактически, уничтожили с лица земли эти села, они начали заходить в Мариуполь. Они начали, как они говорят, мне очень нравится, мы не стреляем по мирным. Дома, которые стоят около моего дома, вот так стоит дом, потом вот так и вот так. Дом, который справа от моего, в него в упор стрелял танк. Просто в упор. А в дом, который вот здесь рядом, в него прилетели снаряды. И это именно авиа, это летит, как это... Мы называли это маленькие, тихие более-менее. Это птички и их мама. Ты понимаешь разницу, когда кто из них летит. Ночью всегда было как бы очень громко. Неимоверно громко. Бои происходят больше по ночам именно? Бои происходили постоянно. Но ночью, когда город стих, как бы все спят, ты это больше ощущаешь. Я за вот эти вот дни, что мы там были,
Я практически не спала. Мгм. Это и из-за стресса, и из-за того, что я переживала за тех, кто рядом со мной. Мгм. А, И вот, ну, вот звуки и, как еще сказать, я просыпалась ночью постоянно от каждого звука, каждую Конечно. секундочку. И потом наступили моменты, когда случалось такое, что комната вся белая, и в этот момент ты понимаешь, что куда-то прилетело, и это очень близко прилетело. Комната прям белеет, как будто появился свет на пару секунд. Это как волна, как что это? Да, это волна. Ты сначала видишь этот свет, а потом ты слышишь звук. Ну, это физика. Мы как бы вот так и смотрели. Сначала, если светлеет, то все, нужно сразу бежать, у тебя есть буквально пару мгновений. В наш дом не прилетело, прилетало под него. То есть, ну, как это сказать, маленький огородик под ним был. Прилетало под него. Утром мы спали, это было 7 утра. И я проснулась от того, что мой парень кричит, типа, быстро встали, летит. И я услышала свист, мы все побежали в коридор. Мы не спускались в убежище никогда за это время, потому что те, кто не стреляют по мирным, извините, раз 10 прилетело в убежище, и даже когда уже они точно знали, что там есть люди, туда прилетало специально. То есть они знают, что люди бегут прятаться, они знают, что люди сидят в подвалах, они стреляют, бомбят по Они убежищу. стреляли прям туда. И ночью были очень храбрые люди, которые выходили из своих домов и бежали спасать тех, ну, куда прилетело. Поэтому в убежище спускаться было бесполезно. Тем более, более-менее обустроенных, ну, к моему дому близко не было. Потому что те, которые были, здания уже не стояли. Убежище это что? Это какие-то подвалы в школах? Это что? Куда нужно было бежать? В АТБ-магазинах у нас были, потому что как бы внизу находится склад, довольно глубоко. Туда люди спускались. А в библиотеке у нас, ну, вот около моего дома библиотека была прям подземная, туда люди спускались. В спортклубе это было, ну, как сказать, помещение, где занимались боевыми искусствами. Оно тоже находилось туда спускались. Ну и были, да, вот эти вот убежища специально построенные, но их было очень мало. То есть, как мы знаем про драмтеатр, более 600 человек находилось. Драмтеатр тоже имел много подземных ходов. Я знаю, потому что я там много раз была. Я узнала об этом, когда уже выехала. То бишь, драмтеатр находится в центре, а мой район, ну, можно сказать так, между окраиной и центром, то есть не ходят автобусы, но ничего вообще нет. Если машина какая-то проезжает по улице, ты эту машину больше не увидишь. То есть, находясь в одном городе, вы не знали, что происходит? Да, потому что все летает, и ты, ну, вот срабатывает этот инстинкт, что твои стены, твой дом тебя защитит. Ты никуда не хочешь ходить. Вот я боялась отходить от своего дома. Я даже, когда мы выходили готовить, я постоянно старалась быть около подъезда, потому что, ну, реально, мне казалось, инстинкт что дома мне лучше. Да, и мы узнали о драмтеатре, когда выехали. Я тогда включила телефон, у нас появился интернет. И... Ну, вы видели надпись «Дети»? С того расстояния, с которого есть фотографии, и мои знакомые, которые туда ходили, они говорят, что невозможно не увидеть эту надпись. Вообще Если я правильно помню, невозможно. были с высоты птичьего полета эту надпись. Да, да. Там просто вот у нас
перед драмтеатром была такая площадь большая, и вот буквально буква каждая размером с этой площадью в высоту. Это невозможно не увидеть. Это те, которые не бомбят по мирному населению. И там было очень много людей. По людям, которые были там, у меня есть друзья, они говорят, что буквально за день-два там было 3000 человек, а то и более. Но люди начали уходить, потому что заканчивались продукты. Люди, думали, где им искать. То есть люди находились там долгое время, не спускались и жили люди там. находились там долгое время, потому что в центральном районе, просто апокалипсис. Там ни один дом, он не стоит. Там, знаете, как вот горки такие. От дома все, что осталось. Руины. Как в Турции, видели, после землетрясения дом просто так падает, и остается горка. Там вот так. И понятное дело, что люди, которые выжили, они нашли себе убежище именно в драмтеатре, потому что большое здание довольно. И туда скинули авиабомбу. Как они говорят, я тоже слежу за медиа, всем этим, что если мы стреляем по домам, значит, там сидят ваши военные. Угу. Военных, по словам моей знакомой, там не было. Там были только люди. Дети, старики. Просто только люди. 600 человек мирного населения, если я правильно помню, погибло. Это погибшие, да. Может, даже и больше. Узнать мы точно не сможем, к сожалению. И много кто погиб в Мариуполе, он даже не будет похоронен, потому что их сжигают. Это как крематорий или где там сжигают. Просто знакомая искала своего родного человека. Это уже после того, как наши вышли с Азовстали. И она приехала, там просто горы трупов. Людей просто вот так вот кидают, а потом сжигают. По своему опыту у нас умерла соседка. Она от старости уже умерла, скорее всего, либо просто стресс в таком возрасте. А мы закопали ее в парке. В простынь закутали, закопали, поставили такой крестик из досок и листик с именем, фамилией. И в этом парке очень много людей было. То есть я всегда гуляла в этом парке со своей собакой. И там было очень уютно, а потом теперь это место реально как кладбище. Но много людей, про кого некому было позаботиться, они просто лежали на улице. С ними ничего... Ничего, никто. Пришедшие туда, принесшие туда свой русский мир. И военные российские тоже там лежали. И в большинстве случаев это были очень молодые лица. Прям, как будто это дети. Как будто дети моего возраста. И да, они там лежали. Одного закопали за домом. Я не знаю, как сказать. Люди писали очень плохие вещи на табличке с его надгробием, можно так сказать. Угу. Я понимаю, что он заслужил, просто человек же уже умер. Вот тогда у меня были такие мнения. Сейчас я не знаю, я считаю, что человек умер, трогать его не надо. Да. У нас началась паника еще немного раньше, по-моему, в марте. Люди начали громить магазины. Говорят, что первое это сделали военные, а люди уже все потащили. Мы зашли в магазин, в котором работал человек.
находящиеся со мной. И просто люди все гребут. Стулья, насидня. Я видела, мужчина с окном идет. Я честно понимаю, что у людей просто паника, у них уже крыша поехала, скорее всего. Поспаливали магазины, поразгромили все, просто выбивали стекла, вырывали двери, все выносили, даже вот эти вот холодильники, где все это стоит, кто мог, тащил к себе. Я этого не делала, никто из тех, кто был со мной, этого не делал. Мы просто смотрели и думали, вот куда ты это несешь? Ты себе это в могилу положишь? А с тех пор, да, вот и магазины перестали работать. У нас в районе был только один магазин, который работал. Хозяин, спасибо ему большое, он работал на свой страх и риск. Его магазин не разгромили, потому что он там жил в этом магазине. И он сказал, что если этот магазин разгромят, у меня еще есть 2 огромных склада в городе, и я буду возить сюда продукты. Но если хоть одно стекло вылетит с магазина из-за вас, то продуктов вы не дождетесь. Он не поднимал цены, как это делали многие, у кого, перепродавали. Они награбили в магазинах и ходили, наживались с очень заоблачными ценами, продавали там крупы, все такое. Хлеб кто-то хотел продать за 1000 гривен, я знаю. Ты говоришь, он сказал, продуктов вы не дождетесь, в смысле, что и военные у них покупали эти продукты, или как это Нет, было? Он продавал для обычных людей. У него были 2 или 3 огромных склада, и он имел в виду в том, что он на свой страх и риск будет садиться в машину и ехать в этот склад, забирать продукты, чтобы люди здесь не померли. И он это делал до последнего, пока его склад не разбомбили. Мне кажется, что было бы еще больше погибших от голода, от всего этого, если бы его магазин не работал. Потому что, реально, на весь район он был один. Что потом? Как вы... Хорошо, этот человек, который держит открытый магазин, у вас есть какая-то возможность покупать продукты, но вы без электричества, вы без газа. Как вы справлялись? Что холодно, зима. Как вы готовили? Холодно, зима, выпал снег, что для Мариуполя в таких месяцах уже необычно. То есть у нас снег, если на Новый год выпал, 1 день полежал, это уже хорошо. А тут выпал снег, очень холодно. Понятное дело, у многих уже нет стекол, забивали чем могли. Мы насобирали ветки, деревья спиливали. Да, спиливали деревья, чем только можно. Поприносили камни большие. 4 камня. Сначала мы брали камни, да. Потом мы нашли кирпичи, потому что они более тепло сберегают. Ты их слаживаешь, наламываешь веточек, ставишь так пирамидкой. И из-за того, что был сильный ветер и часто мокрый снег, ты еще где-то минут 20 тратишь на то, чтобы это запалить. Потом мы брали из духовки вот эту сетку, которая там стоит, ложили на эти камни и готовили. Даже смогли приготовить оладики. Оладики в сковородке. Это кошмар. И так до мая. Так, да, до мая, прям до мая. В какой момент ты решила, что нужно выезжать? Вы решили, скоро твоему парню 18. Начали ходить эвакуационные автобусы, но они вывозили только в сторону ДНР. Это был очень большой риск. В сторону ДНР выезжать. Мы говорим сейчас про тех людей, которых вывезли в неизвестном направлении? Либо вы не знаете, что это были за автобусы? Мы ехали на этом автобусе.
именно этот автобус, он вывозил тебя в сторону ДНР, либо Донецк, либо Ростов, либо вот еще, не могу вспомнить третий город, но это уже прям так глубоко в России. Этот город, ты проходишь, даже не знаю, как это назвать, у тебя берут отпечатки пальцев, ладони, тебя фотографируют, смотрят твой телефон, смотрят твои документы. Если у тебя есть какие-то татуировки, что-то такое, ну, не знаю, выйдешь ли ты оттуда. Особенно, если это что-то хоть немножко связано с Украиной. То есть у вас чистили полностью, проверяли, чтобы телефоны были пусты, чтобы у вас не было никакой информации о том, что происходит там внутри? Да. Этого они добивались. Мы, когда сели в этот автобус, я просто поняла, что пути уже назад нет, как бы оставаться здесь тоже нельзя, потому что в городе поставили везде патрули, которые пропускают тебя только если у тебя мариупольская прописка. Если нет, ты должен идти в какой-то там орган. У нас это раньше было отделение полиции. Угу. Они его взяли вот. И ты должен получить справочку, что ты тут находишься. Понимаете, не у многих есть возможность купить себе квартиру и сделать себе там прописку. Многие арендовывают. И ты просто вот, как животному вид паспорт дали. Что ты как бы существуешь. Без нее очень сложно передвигаться по городу. У меня парень был с Западной Украины. Поэтому мы старались сильно его не показывать. Угу. Он сидел дома по большей части. Особенно, когда уже в наш район зашли. И да, мы выезжали, тебя проверяют, по-моему, 10 блокпостов. Чтобы вы понимали, от того населенного пункта, в который мы ехали, он находится под Донецком, где-то до 2014 вообще было 1,5 часа на электричке. Примерно 1,5 часа. А это у нас заняло, наверное, часов 6. И это на некоторых блокпостах нас не останавливали, потому что мы ехали как бы с МЧС-службой России. Заходит мужчина, смотрит на парней, мужчин, что едут, спрашивает возраст. Если тебе, 18, тебя высаживают. И дальше я не знаю, что с этими людьми. Тебя привозят, ты сразу должен, отпечатки пальцев, все это, расписаться, где ты будешь находиться, если ты не в лагере находишься, если у тебя тут есть знакомые, родные, у кого ты можешь остановиться, ты пишешь, где ты, и ты должен там сидеть, пока тебе, не позвонят и не скажут, пройдите, как сказать? Регистрацию или что? Регистрацию. Посмотрим, что-то есть. Вот, как-то так. Мы тоже все это прошли. Они очень много спрашивают, очень много пытаются выведать. Чтобы ты своими словами сам себе навредил. Поэтому мы были такие молчаливые. Мы всегда говорили, а что мы должны знать? У нас нет света, интернета не было, связи не было, телефоны у нас включились. Только, наверное, в апреле, потому что у нас сосед рисковал ходить на свою дачу, где генератор был. И он там заряжал, потому что начали проявляться Киевстар связи, поскольку стояли модемы. Модемы очень хорошо усиливают связь. Но когда ты идешь звонить, это 50-50. Туда прилетало очень много раз, потому что они глушили и туда кидали. Одним из таких объектов была 12-этажка.
там с 10 по 12 этаж начала ловить связь. Я сама ходила туда звонить. Я подзвонила родственникам, которые на Западной Украине. Я сказала, что мы живы. А они сказали, что они нас подали как без вести пропавших. Потому что, понятное дело, ты вообще не знаешь, что с людьми происходит. Не могу я описать словами, как этот человек, который услышал меня по ту сторону телефона, был рад. Позвонить в сторону, ну, вот, например, если у тебя есть знакомый там за границей или даже в том ДНР, ЛНР, ты еще не мог, потому что это была украинская связь. Эта возможность появилась, когда они на метро устроили пункт помощи. У меня от этого слова «помощь» уже телепает немножко. Пункт помощи. Они завезли туда своих МЧСников, вантажівка, грузовики с продуктами, там немного медицинского всякого. И тебе дают номерок на руке, пишут номерок. Ты стоишь в очереди. В это время еще как бы бахало и очень сильно. Ты стоишь в очереди. Если ты пришел где-то в 6-7 утра, ты будешь 800-й. 800-й в очереди. И метро находится прямо на выезде из города. Ну вот нам, например, надо было 7 километров идти туда пешком, стоять в этой очереди. Повезет, не повезет, хватит на тебя в этот день, не хватит, ты не знаешь. Мы так ходили несколько раз. Тебе дают коробку. Давайте так. Ты заходишь в здание метро. Я не знаю, метро как. Это торговый центр. Да, это был огромный торговый центр Мариуполя. Также параллельно от него стоял эпицентр, но эпицентра уже не было. Там уже тоже все было выгоревшее, все в руинах. Потом, проходя немножко дальше, Порт-Сити, это развлекательный центр был двухэтажный. Его тоже нет, его спалили, прям спалили. Там каркасы уже, вот, знаете, даже стен нет, просто вот эти железячки. И ты заходишь внутрь с этим номерком, там стоят столы с едой и очень много, не военных, МЧСников, да, которые типа за тобой слетят. Тебе дают коробочку с продуктами, 17 килограмм. У меня даже есть на телефоне, единственное, что у меня есть, это видео, что в этих коробках. Там сахар, мука, овсянка, консервы, тушенка. И еще дают коробку гигиеническую. Там типа прокладки, мыло, зубная щетка, зубная паста, шампунь. И также назад ты возвращаешься тоже 7 километров домой, только уже с 17 килограммами с собой. Понятно, что транспорт он не ездил. Он начал ездить прям, наверное, в первых числах мая. Нас пустили автобус один, который ездил по-моему, с одного конца города он доезжал до метро. Ну и то, это один автобус, прям один. Туда много людей не вместится. Люди задрались влезать туда. Ужас. Он ходил, по-моему, раз в 2 или в 3 часа. Но там по большей части были люди, которые были с села около Мариуполя. Я не могу вспомнить название. У меня с памятью немножко плохо случилось. Не такое же. Господи. Толоковка. Вот, с Толоковки, из Сартаны. Это были, можно сказать, даже прям Мариуполь, часть Мариуполя, да. Туда они приезжали, потому что
Если им от метро, то это не один день идти пешком. Как-то так. Потом всю эту гуманитарку еще выдавали по паспорту. Записывают твои данные, смотрят твой паспорт. По-моему... касается это... Тебе даже мог подойти человек на улице и спросить, у тебя есть кто-то знакомый военный? У нас на перекрестке дома стояли военные. Они контролировали этот перекресток, потому что по нему ездила ихняя техника. Там национальности были разные. Россияне, чеченцы, белорусы. Единственное, что могу сказать, что они все какие-то очень, очень трусливые. Чтобы вы понимали, один из них, девушка работает с топором, как бы надо же колоть. Он как увидел, как помчался, я такая, ладно, окей. Они приходили, просили у нас воды, кипяточку. Как сказать, если они приходили без оружия, не даешь. Если с оружием, то, извините, да, даешь. Людьми их назвать нельзя, честно сказать. Конечно. Единственный белорус очень сильно, он пришел, когда он был один на смене, он пришел, он извинялся, прям плакал. Его слезы мне под одним месяцем. Очень громко было до марта, прям очень громко, потому что у них было намного больше техники. И еще они начали обвинять наших в том, что авиаудары делают наши. Хотя в Мариуполе не было никакой авиатехники у Азов и тех, кто защищал Мариуполь. Азов долго защищали. Азов держали оборону больше 80 дней, если я правильно помню, пока 86. Зеленский не дал... 86. Пока Зеленский не дал приказ. Было даже такое, что летит ракета, у них вряд ли уже было чем сбивать, и не сбивали чем только можно. Дробовиками они пытались сделать все. Иногда получалось. Как местные относились к азовцам? Азовцев российская пропаганда, Азов преподает как нацисты, как те, которые завели все это, заварили изначально всю эту кашу. Как местные относились, как реагировали? Как ты их видела со своей Были, стороны? конечно, люди, которые, не знаю, можно ли так говорить, головой тронулись, но реально. Они очень быстро переобулись. Возможно, из-за страха за свою жизнь, я не знаю. Но старшее поколение, я не замечала переобувания к старшему поколению. Оно как было за наших, так и оставалось.